Сегодня с вами я хочу обсудить интересную тему, в которой скоро изменится законодательство. И в конце этого видео я обязательно вам расскажу, как изменится законодательство в апартаментах. А сейчас, пожалуйста, подпишитесь на меня, поставьте лайки, и я жду ваших комментариев. Мы обсудим в этом видео отличия апартаментов от квартир, дизайн интерьера в апартаментах, ремонт в апартаментах. Стартуем! Апартаменты – это квази-жилье. Первые апартаменты появились в 2000-х годах. В основном старт случился с Москва-Сити в 2006 году. В 2008 году девелоперы, чтобы не обанкротиться, начали переформатировать офисные проекты в апартаменты и, соответственно, приравнивать их к коммерческой недвижимости. Не защищены законом и о долевом строительстве. Это означает, что у вас есть риски, если обанкротится застройщик, государство вам никак не поможет. Девелопер не обязан обеспечивать вокруг башни с апартаментами инфраструктуру в виде социальной застройки. Это детские сады, школы, больницы. И также девелопер, застройщик экономит на санитарных нормах. Это может влиять на освещение или на шумоизоляцию самого здания. Экономия на инсоляции и других характеристиках – это прямая выгода застройщика. Апартаменты и их основные отличия от квартир, что нельзя оформить постоянную регистрацию, но вы можете оформить временную на 5 лет. Ставки за коммунальные платежи выше на 15–20%, чем у квартир. Имущественный налог от стоимости кадастра может достигать 2%, когда у квартир он 0,1%. Налоговый вычет при покупке апартаментов также невозможен. Вы, купив квартиру в кредит, не сможете от налоговой и от нашего государства получить свою денежку. Апартаменты и дизайн интерьера. Мы проектировали огромное количество дизайна в апартаментах и в Москва-Сити и сталкивались с такими вещами, о которых почему-то не говорят публично. Но сегодня я расскажу эти нюансы, которые будут вам интересны. Апартаменты – это, в принципе, бизнес-класс жилье в высотных зданиях, как я ранее говорил, у которых рядом нет инфраструктуры в виде социальных объектов. Это точечная застройка. Окна глухие, так как это высотка. Систему вентиляции нужно улучшать или менять. И лучше еще поставить систему увлажнения воздуха. По идее, мокрые зоны, так как это нежилое, можно двигать в различных частях этих апартаментов, но по факту управляющая компания запрещает это. А вы помните, при покупке апартаментов вы сразу же подписываете договор с управляющей компанией, где при ваших несоответствиях в работе с ней она может вас оштрафовать. Без согласия вы не можете начать ремонт. Без согласия, первое, это госструктуры, и второе, управляющей компании. Для получения разрешения на переустройство или реконструкцию, хотя это апартаменты, это тоже нужно делать в нашем законодательстве, в Мосжилинспекции. В апартаментах вы должны сделать инженерные проекты по системе вентиляции, кондиционирования, слаботочной системы, если у вас будет умный дом. Это отопление, электрика и система водоснабжения и канализации. Эти проекты должны сделать организации с допуском СРО. И в апартаментах есть отличие одно и существенное. Еще должен быть допуск МЧС. СРО-то не у каждого есть, а допуск МЧС должен быть обязательно. Инженерное оборудование в здании дорогостоящее. Соответственно, у вас автоматически подорожает стоимость сметы по строительным материалам от вашего строителя. И строитель, если он компетентный и строил не первый раз в Москва-Сити или в другом высотном здании, делал ремонт дизайнерский или какой-либо другой, он увеличит вам стоимость, и она будет выше, чем у другой квартиры, так как в башне есть очень много стандартов. Ну, я скажу об одном, и который влияет сильно на операционный цикл ремонта. Это запись за неделю на лифт.
Если вам нужно доставить строительные материалы, оборудование, сантехнику, мебель, вы должны записываться на грузовой лифт. Например, в башне Нева Тауэрс лифт останавливается на промежуточных этажах, то есть не на самом этаже, где находятся апартаменты. И строители еще должны нести оборудование и имущество до апартаментов. Это будет дополнительный расход, который ляжет на вас. Также управляющая компания вас не допустит к стройке, если у вас не будет страхования гражданской ответственности. Оно оформляется, если вдруг что-то произойдет, вы затопите кого-то или, не дай бог, сожжете что-то, или повредите систему пожаротушения, как у нас было на одном объекте. Строитель случайно панелью задел систему пожаротушения и сработала сигнализация. И управляющая компания, конечно, выставила штраф, и страховка этого не покрывает. Управляющая компания, помимо штрафа, сразу же заблокировала пропуска на всех строителей и на всех подрядчиков. Это очень неудобно и некомфортно. Поэтому вы, как владельцы апартаментов, обязаны перед стартом ремонта оформить страховку гражданской ответственности, и она составляет 250 тысяч долларов. В среднем этот полис может стоить порядка 40 тысяч на 4 месяца, но я рекомендую взять с запасом и после окончания ремонта. Это позволит вам нивелировать какие-то риски, которые, допустим, будут в скрытых работах и что-то произойдет, утечка или замыкание. Вы сохраните свои денежные средства, и это будет отличный лайфхак для вас. Также лайфхак для дизайнеров и всех тех, кто делает ремонты, связанные с дорогостоящим дизайном, с проектированием. Страхуйте объекты обязательно перед стартом ремонта. Это очень важно. Если что-то произойдет, вы что-то разобьете, вы повредите дорогой дизайнерский декор, кто за это будет платить? Заказчик? Нет, это неправильно. Будете платить вы. Но зачем вам из своего бизнеса или из своей работы вытаскивать дорогостоящие суммы на тот декор, который, ну, действительно является уникальным? Зачем нужно это делать? Вы должны заранее застраховать объект, и эти суммы спасут вас. Это как в машине, когда ты оформляешь ОСАГО, которая стандартная страховка, как в нашем случае гражданская ответственность. Еще можно оформить расширение, которое нивелирует риски. Его можно оформить порядка 2-3 миллионов рублей дополнительно. Здесь то же самое. Прежде чем делать ремонт и делать дорогостоящий ремонт, дизайнерский ремонт, крутой лайфхак, проверенный на своем опыте и на несоответствиях, которых могут быть на объекте. А стройка всегда не идеальна. Кто говорит вам, что стройка идеальная, это не так. Всегда будут какие-то несоответствия. Почему? Потому что в операционном цикле ремонта, строительства участвует огромное количество различных людей и подрядчиков, которые зачастую вообще не находятся в твоей структуре компании. Ты можешь управлять своей компанией, своей структурой, все выстроить, автоматизировать, но в компанию и в эту структуру, и в ремонт, и в строительство включаются совершенно другие дочерние общества, другие компании, которые поставляют оборудование, материалы, которые делают ремонт, и всегда нужно застраховаться. Это поможет. И помните о штрафах со стороны УК. Но скоро изменится законодательство. Да, скоро. Апартаменты по ним ведут амнистию, и они станут жилыми. Это именно по текущим апартаментам, которые не жилые, и уже можно назвать, что это будут квартиры. Вы сможете, как владельцы апартаментов, сэкономить на оплате налогов и коммунальных платежей. Это, конечно, большой плюс. Более того, государство больше не планирует строить апартаменты, так как есть соответствующие риски для самого государства. Если мое видео было интересно, информативно для вас, пожалуйста, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Я буду ждать ваших комментариев. Если у вас есть вопросы, пишите обязательно в комментариях. Я на все отвечу и буду снимать дополнительные видео. Это поможет мне и поддержит меня. Спасибо вам большое. Пока-пока.